Два парня из Таллина в середине 90-х начали с продажи чужой монтажной пены. Спустя 3 десятилетия их концерн Wolf Group продает миллионы баллонов по всему миру и конкурирует с гигантами вроде Henkel и Sudal. Это история о том, как маленькая Эстония сумела бросить вызов большим игрокам и стать вровень с ними. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые ютубозрители. Меня зовут Андрей Двинков, и сегодня в рамках большого сериала об обрабатывающей промышленности стран Балтии предлагаю вам очередное видео из серии специальных мини-выпусков, посвященных самым крутым компаниям региона. Поскольку впереди большая часть основного обзора, в которой помимо прочего будет рассказ о промышленности по производству строительных материалов, мой новый герой – крупнейший в странах Балтии производитель строительной химии – эстонский концерн Wolf Group. Традиционно, первыми еще на прошлой неделе видео посмотрели мои спонсоры. Большое спасибо им за поддержку проекта. Ну а сегодня оно поступило в открытый доступ для всех остальных. Итак, эстонский волк строительной химии, который начинал обычным зайчиком под иностранным крылом. В 1994 году в Таллине двумя молодыми парнями Яном Пуусагом и Янусом Паевяле была основана небольшая фирма Кремельте, которая занялась продажей стройматериалов. Энергичные эстонцы смекнули, что строительная химия становится очень перспективным направлением, и в 1998 году наладили производство однокомпонентной монтажной пены по датской технологии. За каждый баллон они платили датчанам роялти. Договор был подписан на 5 лет. Неугомонные эстонцы постоянно совершенствовали полученную от датчан технологию. В 2001 году начали производство герметиков. Компания стремительно завоевывала эстонский рынок и выходила на зарубежные. В итоге, в 2003 году Кремельте наладила производство собственной монтажной пены, отказалась от датской лицензии и перестала платить датчанам дань. Высокий спрос расширявшейся строительной отрасли на постсоветском пространстве и энергичный менеджмент подталкивали продажи. Кремельте открыла торговые филиалы в Латвии и России. Тогда же, в начале 2000-х, к владельцам Кремельте присоединились российские партнеры Всеволод Зорин и Александр Калинин, контролировавшие дистрибьюцию продукции на российском рынке. Они получили по 25% акций. С их именем связывают и выход Кремельте в Россию, включая запуск завода в Жуковском, разговор о котором будет чуть позже. Однако в 2020 году основатели компании Пуусаг и Паевяле выкупили доли российских партнеров и вновь стали единственными владельцами своего детища. Важным этапом стал 2006 год. Датская компания не выдержала конкуренции с заматеревшими эстонцами и обанкротилась. В том же году Кремельте стала выпускать свою продукцию под брендом Пеносил, который нынче хорошо знают все, кто имел дело со строительной химией. После этого у Кремельте, которая и без того была уже крупным производителем строительной химии, началась новая волна стремительного расширения. В 2007 году был открыт торговый филиал в Румынии, в 2008 в Литве и Украине. В том же 2008 был построен завод по производству строительной химии в России, в Жуковском. И была куплена в Дании фирма Exadan Production, специализирующаяся на производстве монтажной ленты. Уже в 2009 году Кремельте расширила и модернизировала собственный завод в Эстонии и объединила все свои торговые филиалы и производственные подразделения под зонтичным брендом Wolf Group с единой корпоративной идентичностью и культурой. Важной вехой стало приобретение в 2014 году контрольного пакета испанской компании Oleve Química, также специализирующейся на производстве строительной химии и имевшей филиалы во Франции, Португалии и Великобритании. В 2019-м поглощение было завершено, компания получила новое название Кремельте Iberia, а Wolf Group окончательно превратилась в концерн европейского масштаба. К 2020 году продукция Кремельте, прежде всего под брендом Пеносил, продавалась уже в десятках стран. Баллон с надписью Пеносил можно было увидеть на стройках в Германии, Финляндии, Италии, Польше, Португалии, а иногда даже в Новой Зеландии, Японии или Южной Африке. Для компании из маленькой страны это был грандиозный скачок от локального дистрибьютора к мировому игроку. Кремельте превратилась в одного из крупнейших независимых производителей монтажной пены и строительной химии в Европе, конкурируя с такими гигантами, как Henkel, Sudal и Ilbruck. На насыщенном и жестком рынке эстонцам удалось найти свою нишу и удержать ее.
Сегодня у Wolf Group 3 основных производственных центра: в Эстонии, Таллин и Либеце, в Испании, где в 2024 был построен новый завод по производству полиуретановой пены, и во Франции. Российское подразделение в Жуковском тоже продолжает частично работать, но его мощность сокращена примерно наполовину. Компания избегает комментировать ситуацию. Данные текущей загрузки, численности сотрудников или объеме продаж не раскрываются. При этом Wolf Group официально заявила, что не планирует инвестировать в дальнейшее развитие российского бизнеса. Продукция Wolf Group поставляется более чем в 70 стран, но в основном европейские. Значительная часть выпуска идет и как private label для крупных зарубежных сетей и брендов. То есть продукция Wolf Group продается не только под собственной маркой, но и под чужими, где ее происхождение напрямую не видно, но качество остается тем же. Головной офис и разработки остаются в Эстонии. Именно в Таллине работает научно-исследовательский центр, создающий собственные рецептуры и инженерные решения. Там же находится лаборатория, которая тестирует новые формулы, учитывая разные климатические условия и требования к энергоэффективности. Это важное конкурентное преимущество. Крупным концернам тяжелее адаптироваться, а Wolf Group может делать это быстрее. Основной ассортимент Wolf Group – это монтажные пены, универсальные, низкоэкспансивные, зимние, огнестойкие, герметики на разных основах, строительные клеи, фасадные системы, мембраны и теплоизоляционные материалы. Ассортимент широк, и он рассчитан как на профессионалов, так и на розничный сегмент. Для строителей важны специальные решения. Пена для зимы, пена для жаркого климата, пена с минимальным расширением или с повышенной огнестойкостью. Домашним мастерам в магазинах «Сделай сам» предлагаются более универсальные продукты, удобные в применении и безопасные для непрофессионалов. Такая комбинация позволила Wolf Group работать на 2 уровнях сразу – крупные строительные компании и обычные частные покупатели. Рынок строительной химии отличается высокой конкуренцией. Здесь работают гиганты с миллиардными оборотами, у которых за плечами десятки заводов и десятки тысяч сотрудников. Казалось бы, шансов у компании из маленькой Эстонии быть не должно. Но Wolf Group сумела найти свою нишу за счет гибкости, качества и точного позиционирования. Сегодня ее производственные подразделения в Таллине входят в тройку крупнейших производителей в Европе. В 2022 году оборот группы составил 154 миллиона евро. Штат превысил 400 работников. Из них примерно 90 миллионов евро и около 200 сотрудников приходится исключительно на Эстонию. Это весьма внушительные цифры для бизнеса, который начинался как маленькая фирма на окраине европейской экономики. Важно и то, что Wolf Group остается полностью эстонской, без иностранного капитала, с национальной стратегией и управлением из Таллина. История Wolf Group – пример того, как страна без дешевого сырья и обилия рабочей силы может добиться успеха на глобальном рынке. Без госзаказов и внешней поддержки, за счет качества, узкой специализации и международных амбиций. В 1990-х это была маленькая фирма, а в 2020-х один из крупнейших экспортеров строительной химии в регионе с оборотом в 1,5 миллионов евро и узнаваемым брендом. Пока в Балтии обсуждали IT и стартапы, в Таллине шаг за шагом строили индустриальный бренд европейского уровня. Для страны с населением 1 миллион с небольшим это по-настоящему символичный результат. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя. Это последний короткий ролик, предваряющий очередной большой выпуск из серии, посвященной обрабатывающей промышленности стран Балтии. В нем я расскажу о легкой и лесоперерабатывающей промышленности и индустрии по производству строительных материалов стран Балтии. А на сегодня все. До встречи через неделю.